Человек создает руками и словами. Слова становятся плотью. Капан — срединная точка шелкового пути. Капан — это мой край, а также край цивилизации, край севера и юга, край запада и востока. Вот эти горы — это край Капана. О них говорится в Библии. Бытие, глава 8. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. Первый день 10-го месяца показались верхи гор. Вот только Ной видел эти вершины запада, с Арарата. Капан был на шелковом пути, а заодно и на пути специй. Зачем, почему, не спрашивайте. Есть материальные свидетельства. Вот мост Капчуга. Вот еще один мост в деревне Шикаух. Вот камни, что были опорами моста на подступах к средневековому Капану. Вот Татев. Вот караван-сарай в Аржисе. Далее Селим. Соедините все сказанное мысленной линией. Мосты и караван-сараи в древности просто так, где попало, не строили. Есть еще вагон доказательств во всяких музеях. Старинные монеты, торговые журналы, дафтары. Капан — юго-восточный край европейской христианской цивилизации. Здесь девушки снимают паранджу и надевают джинсы, или наоборот. Здесь Иисус становится Исой, или наоборот. 4 года назад у меня были гости из Европы. Они пешком шли из Венеции в Китай. По их словам, по маршруту Марко Поло. Они сказали, что мой край делит их путешествие пополам. 4000 километров от Венеции до нас и еще 4000 километров от нас до границы Китая. Не Бог ли их ко мне послал? Я долго жил в Москве, которая когда-то была центром мира. Я вернулся в свой родной город, который можно вместить в пару московских высоток. И все равно хотел жить в центре мира. А тут сами пришли и сказали, что я живу в центре мира. Зачем мне быть в центре мира? Зачем быть в центре мира тем людям, которые живут вокруг меня? Разве они живут с чувством, что они живут в центре мира? Надо спросить у них. Я вырос среди этих гор, лесов, облаков, а также среди этих построек из разноцветного туфа. Я чувствовал, что я живу в раю. Я и сейчас чувствую, что живу в раю. А разве это не естественно, что рай в центре мира? Почему Париж стал Парижем? Разве дело только в выгодном географическом положении быть на пересечении торговых путей? Нет. Просто собралось много людей, которые посчитали, что они живут в центре мира. Много людей, которые считали так страстно. Я не хочу, чтобы Капан стал Парижем. Я хочу, чтобы Капан стал Капаном. Капан — срединная точка шелкового пути. Я уже 4 года делюсь этой идеей со множеством людей. В основном с путешественниками, а также с иностранцами, которые здесь работали или работают. Для меня немножко странно и подозрительно, но никто не возражает. Все соглашаются. Я действительно живу в уникальном месте и уже много лет ищу смысл, вложенный в это место. Я считаю, что у каждого человека есть своя миссия. У каждого народа, у каждого города. Мой край — это действительно граница севера и юга,
Запада и Востока. Здесь должно произойти что-то символическое. Может быть, здесь помирится Китай с Америкой. Может быть, в какой-то пещере найдут какой-то код, и тогда народы обретут то взаимопонимание, которое потеряли после Вавилонского столпотворения. Это слова, которые, возможно, когда-нибудь обретут плоть. А до тех далеких прекрасных дней, когда Капан станет центром мира, я хочу более простые вещи. Хочу, чтобы не бросали мусор на асфальт, речку или в лесу. Хочу, чтобы идеальной работой не считалась работа сторожа в горном комбинате, потому что много денег и делать ничего не надо. Хочу, чтобы молодые люди, получившие образование в Ереване или за границей, не искали работу, а сами создавали рабочие места, потому что они умные, сильные духом и находчивые. Потому что центр – это не там, где деньги и технологии, а там, где их мозги и их сердца. Потому что самое естественное для незамутненного разума и чистого сердца – это захотеть обратно в рай. Ստեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Մեզ այդ հետաքրքիր կլինի։